Но кому нужны правила, подумали мы. Вы нафиг травмируете себе все, что можно. Могла выехать машина, могла выехать собака, я могла врезаться в машину. Всем привет, я Лернет, и вы набрали нужное количество лайков, а значит пришло время для продолжения. Кстати, вот прошлый выпуск. И главная тема этого выпуска — Хэллоуин. Да, я знаю, что еще начало лета, и еще очень много времени до него, но кто мне запретит. Хэллоуин проходит осенью. Это тот праздник, когда все люди красятся, гримируются. Короче, День всех святых. Это мой любимый праздник. Он и вообще любой праздник мой любимый праздник, но этот особенно. Поэтому не могло же здесь обойтись без тупизма с моей стороны. Так вот, 2 года назад у нас в школе была хэллоуинская дискотека. И именно заявляли, что она хэллоуинская. Да как заявляли, растрезвонили просто во всех группах. Мой выход, подумала я и начала краситься. Кто не знает, я тогда только начинала заниматься косплеями. Ну, если можно считать, что у меня сейчас какой-то скилл в нем. Приезжаю, значит, в школу, и оказалось, что в этот день было родительское собрание у младшеклашек. И это я к чему? На входе стояла директриса. И чтобы не шокировать, я закрылась волосами, благо они у меня такие длинные. Что говорить, ставка не сыграла. Она сразу меня заметила. А на что я еще надеялась, хочется спросить. И она просто: Лера, это что? Я же ей отвечаю, что у нас как бы хэллоуинская дискотека, и как бы это костюм, и как бы тут все нормально. Какой Хэллоуин? У нас дискотека дары осени. Наверное, поэтому она потом ушла из школы. Следующая история. А знаете что? Одним Хэллоуином в том году не ограничилось дело. Да, если уж ложать так по полной, я решила отпраздновать еще Хэллоуин в лагере. Вот уж года 4 я езжу стратегию на профильные смены. Там лингвистическая, социально-гуманитарная, бла-бла-бла. И, короче, какая-то смена попала на 31 октября. Как я уже сказала, это число просто мое любимое. Оно идеальное во всех смыслах. Именно на этой смене, единственной смене, которая у меня попала на 31 октября, я нашла единомышленника. Человек, который также поддерживает косплеи на 31 октября. И все это выглядело как-то так. А почему это мы не празднуем Хэллоуин? А давай. 5 часов вечера. Должна быть какая-нибудь вечерняя концертная программа. Сижу я с этой девочкой в столовой на этаже. И мы красимся для Хэллоуина. Чтоб вы знали, мы спрашивали у тьютеров, будем ли мы праздновать Хэллоуин. И они сказали, что нет. Но кому нужны правила, подумали мы, и начали краситься. Из-за того, что из нас двоих, видимо, более шибанутой оказалась я начала красить себе именно аквагримными красками лицо, там вот этот скелет, бла-бла-бла и все такое. Меня заметил наш тьютер. Ну, наконец. И она отвела нас к замдиректору. И знаете что? У нас самый топовый замдиректор. Потому что вся его реакция была классно. И потом он объяснил, что из-за того, что в России православная церковь, а не католическая, мы не будем праздновать Хэллоуин. Почему меня вечно обламывают, а? Никогда не повторяйте описанное в следующей истории. Так делать нельзя. Не надо, вы нафиг травмируете себе все, что можно. Так могу делать только я, потому что вместе со скиллом искателя приключений у меня офигенно прокачан скилл везунчика. Поэтому не надо так делать. Давайте маяться фигней буду я, а вы будете просто на безопасном расстоянии смотреть и понимать, что адекватный человек бы до такого не дошел. Короче, 2 года назад, как вы многие знаете, я была на стажировке в Германии. Если что, у меня есть отдельный плейлист, поэтому вы можете посмотреть и также посмотреть, какая я маленькая, какой у меня голос. Это был 8 класс. Смысл в чем? Там везде катаемся на великах. И от моего дома до моей школы была офигенно крутая гора. Причем гора, которая шла прямо ввысь. Она была серьезно, градусов под 70. Я решила как-то раз с этой горы съехать. Я там начала тренировать навыки веловождения, потому что, все равно 20 минут ехать туда-обратно, почему-то не научиться водить как-нибудь крутенский, чтобы тут всех ошеломить. Я то без рук поеду, то без ног, то на педали встану. Маялась всем. И вот в какой-то момент, слава богу, это было уже под конец, я решила, почему бы не поехать с горы под 70 градусов без рук, на вытянутых ногах, по дороге, по которой едут машины, и при этом крутя педали.
что может пойти не так? Ну нет, это диагноз. Естественно, я навернула с него, потому что велик без рук, на вытянутых руках, крутя педали, вот это вот все, это нельзя так делать. Ни в коем случае так не делайте. Это опасно, потому что там реально могла бы... Я сейчас просто понимаю, насколько это было все по-идиотски, потому что могла выехать машина, могла выехать собака, я могла врезаться в машину, потому что, ну, как бы я выезжала на главную дорогу, ну, блин. Вот когда вы думаете, сработает или не сработает, в плане... Сильное заявление. Вспоминайте, что будет, если не повезет, потому что, видимо, у меня инстинкт самосохранения в этот момент просто отключился, сказал гудбай, я поехал обратно в Россию на 2 недели раньше. Как вы видите сейчас, я осталась жива, я не покалечилась и снимаю для вас контент. Это серьезно, конечно, самая трешовая история за всю мою жизнь. Никогда не повторяйте это. Пожалуйста, подали обещание. На этом этот выпуск подходит к концу. Если вы хотите таких же выпусков, то давайте-ка мы наберем на этот раз 50 лайков. Тогда я сделаю следующий выпуск через полгода. Надо еще как бы поскрести в памяти, по-моему, там выпусков на 10 хватит разных историй. Также жмякай на уведомления, ведь ты можешь пропустить все самое интересное у меня на канале. Не забывай подписываться на мой инстаграм и тикток, там выходит много всякой веселой шняги, связанной с косплеем и нет. Всем желаю хорошего дня, всем пока!